Вот на эту винтовочку мы нашли этого солдата в свое время. И потом мы дальше, когда начали проверять, обнаружили останки солдата. Так что будем надеяться, что он с медальоном. Приклад весь разбитый. Болото не щадит. Даже газаем. Стандартная винтовка Мосина. Почти каждый солдат с ней. Ну, по крайней мере, в этом болоте На почти ствол, все с оружием. ствол, похоже, наверное, взрывом оторвало кусок. Слушай, взрывом, и тут все сгнило. Непонятно. Вот, ребята, и солдат. Останки черепа. Причем с пулевым ранением в голову. Вот видите, то ли добивали, то ли он Уже, да. то ли лежал в сторону врага, и его подстрелили. Непонятно. О, ничего себе. Раз. То есть, ну, смотри, продолжается здесь. Сейчас. То есть, ну, ремень, представляете, прямо? А он обрезан или как? Нет. Нет, целый. Ну, он может обрезан. То есть в этом слое как раз центрально. Надо смотреть внимательно, потому что медальон можно просто... Папа его всплывает. То есть, ну, ремень, ну, скорее всего, порванный, что взрыв. Ну, может взрывом, может осколком, да. Может, что-то рвали, чтобы помощь какую-то оказать, возможно. Да. Каска солдата в зимнем окрасе твоя. Здесь бои по зиме были. Солдаты маскировали свои зеленые каски под снег. Это кружечка, наверное, Сидора, потому что именно это Ленинградский фронт, вот именно всегда вот такая вот, как такой росписи, да, вот именно покрыта вот такой. Они вот именно почему-то шли тут. Да. Частенько попадается. Даже попадаются такие эти, как его сказать, котелки. Вот именно такой темно-коричневой эмалью и с белыми такими проблесками, как бы. Сразу узнал Да? на ощупь. Ну да. Прикинь. Ну вот как видите, говорили, да, вот боец шел, да. Ну, это граната F1. Но она не в боевом действии, потому что еще не успел он завернуть в нее запал, потому что, видите, пробка стоит еще на ней. Вот видите, пробка, которая выкручивается, и в нее вставляется запал. И тогда она будет в боевом действии. По зубам сложно сказать, что Да, взрослый человек, да, ну, взрослый, да, но взрослый. Ну, я думаю, лет 30 с копейками. вот она. Неуставная, между прочим, у него была. Ну, сам выстрел. Да, выстрелил, да. Самая дорогая вещь на войне. Ложка, котелок. Свежеотломленная, да, скорее всего, сейчас не доставала. Была целая, скорее всего.
Да, может и нет. Думаешь, Все очень угодно. Слушай, ну, да, неизвестно, Наши как она, фрукты. неизвестно, в каком слое она была. Ну, если найдем, вот как, ну, как мы с Газаевым и думали, боец уже домовитый такой, да. весь мешок у него наполнен всем, он питерец, Да. много чего с собой взял. В том числе опасную бритву. Целиком сохранилась она. Конечно, грязная, но... Аккуратнее провода, Макс. Да, знаю. Не очень. Ну, в принципе, нормально. Ого. Скорее всего, сложно сказать, они тоже пользовались, знаешь, до войны-то все дружили с друг другом. Много бритв производили французы, немцы. Поэтому ничего необычного, если встречается немецкая бритва с советских сортов. Но целиком она погнила, потому что сталь все-таки точилась, и она была голая, и в болоте не мало что осталось. Ну все же, бритва. Так вот, пуговица. Скорее всего, это пуговица, наверное, с тулупа. Она не деревянная, нет? Ну, скорее всего. Деревянная или бакелит какой-то. Это у нас Я тоже сюда попала. Спасибо. Надеюсь, заражения не будет. И мне в глаз. Всем давайте в глаз. интересно. Почему-то я не понимаю, какая часть это. Вот, да. Какой-то. И он даже синего цвета. Такая же она под водой. Где-то там за углом. Одна половинка карандаша. Да, был боец домовитый. Шел в атаку полностью, да, со своим сидором, все у него было там лежало. Я уже думал, там какой-нибудь 80 Юра, а вы застали химические карандаши в школе, нет еще? Нет. Нет? Ну вот, пуговицы все-таки из дерева сделаны, потому что, Деревянная, крашеная, да. да, ну, Это вообще как новое. проще было из дерева сделать. Дерева в России всегда было много. У Казаева есть? Вот и вторая часть этой винтовки, вот видите. Макс все-таки распилил. Опять накосячь. Со штыком вот. Винтовка на 2,5 разбила. Ты в фильмах ты красиво Да. упал, Да. знаешь, там, посмотрел в небеса Да. и такой, типа, а За- в реальности ты там совсем все по-другому. Взрыв, Самое... ошметки разлетелись по деревьям. Таня, кажется, была стреляла, да? Казах снимает, Да ладно, ничего, вы... не затапливай. Мачете тебе под ногами. Так бы я взяла целую эту резину и неправильно. Да, я тоже. Ой, бы одела. Главное, морское, что рядом, чтобы люди. Не терял столько максимум. Это меня только... Осторожно, да. На себя тащи, да, ее? Пробуй. О, блин! Миша, аккуратнее. Макс, с досок не вставали. Не очень. Это у нас граната F1. Раз. Два. А что это у нее с пробкой? Нормально, можешь ходить. О, смотри, какая интересная. О, интересная пробка, да. Это деревянная, правда, скорее всего. Думаешь, дерево? Может быть. Ну прикольно, я первый раз видел. Блин, он еще 2 раза. И
Выпила? Максим, А где она? Специфические есть находки. Ботинок, смотри. Целиковый. Целый ботинок солдата. Какого? Ну, без останков. Это, видимо, то ли сбрасывали с раненых солдат. Не знаю. Целиковый. Еще дальше. Юра, такого давно не было. Чтобы вот так вот россыпью. Газ? Еще что ли? Заев, смотри какой Ага. чудо, смотри, оно вообще новое. И это чудо как называется? Паук, если ты про него говоришь. Ну да. О, побежал. Убежал. РГ-42. Вообще, смотри, под туда, под краской такие блестящие. Только не так резко. резко. Ну, камера их не видит. Да видит, ты слепой. Смотри, Газаев. То по тонкому льду ходим. О, только про нее проговорил. Кольцо вон. Das ist eine Granate RG-42. Ну, смотри, что с ней стало. Слушай, ну уже запал этот, как? Подстух. Но вначале казалось более красивая. О, на солнышке какая. Слушай, а кольцо, смотри, какое тоненькое, да? Как будто... Разгнило. Вот а что тут за добро. Смотри, пузыри что-то идут, болотные какие-то. Там кракен сидит, сейчас тебя за ногу туда. Вот так с руками раз и все. Ух, блин, а как мне выйти теперь? Рога... А? Жаль, не добегу. Что я набегу? Давайте, Я давайте. влез в дырку размером в себя. Голова профессора Доуля. Опаньки. Ого. Das ist eine sowjetische Kaske. Das ist ein sowjetischer Helm. Вот Советская каска, смотри. Досталось ей. Sieht echt gut aus. Сейчас вот там какие надписи. Сейчас помою. Sogar mit Aufschriften von innen. Сколько дней? Весенние снежки. Вообще. Красотка. Попадание, смотри, какое, да? Ну, скорее она... Отсюда Да. прилетела, отсюда вылетела. Да. И здесь тоже отсюда прилетела, отсюда вылетела. И здесь отсюда прилетела. Это осколочная. Боится она без. Да нет, не обязательно. Это, скорее всего, тут... Ботинок, всё это. Это медсанбат был рядом. Естественно, поищем, может, здесь все. Нет, у меня их бесконечно. Что там написано? Написан, Размер, наверное, да? да, размер 42 год. Да, даже сохранилась, да? Печать эта. Она же этот. 34-64 там. И опять у Газаев предметы, известные тебе. Макс, Опять ботинок, это второй, наверное. Уже размер побольше у него, да? Думаешь? Да, мне кажется, тут был побольше, поменьше Смотри, размер. весь в осколках. Ага. Осколочное ранение. Ну, точно с раненых, наверное, снимали. Потому что здесь какой-то сброс вещей.
Знаете, подкова на пятки. Экономили, конечно. Подкова подбита была, не так сносили же. Проще было подкову поменять, чем подошву. Подсумки, похоже. Заваливается немножко. Советский, наверное, нет? Советский. Советский? Ага. Да, да. А, советский. Война. Просто сразу непонятно было. А вот кусочки. Сейчас. Кожа толстая, крепкая. Рядом ботинок. Да. О, ботинка тоже. Сейчас. Бы их. Потом просто Das ist eine sowjetische Munitionstasche.